Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами воскресенье, 9 января. И вы знаете, в это воскресенье, 9 января 2022 года, нас с вами ожидает великолепный день. День богатства, изобилия и достатка. Поэтому, пожалуйста, сегодня, 9 января, будьте активными и продуктивными. Вы знаете, энергия этого дня благоприятна для открытия бизнеса, для проведения важных дел и встреч, также для начала обучения, для приобретения любого имущества, для инвестиций, для начала работы, для свиданий, для того, чтобы получать признание и, конечно же, если есть такая возможность, вознаграждений. И, конечно же, сегодня удачные часы, которые нейтрализуют плохие влияния, и в это время благоприятно обращаться за помощью. И идеальное время для налаживания отношений – это будет время с 10 часов 11 минут по 15 часов 45 минут. Сегодняшний день не подходит для активности, обращаем ваше внимание, рожденным в год дракона. Вы знаете, в этот день в нашей жизни особую силу играют слова. Поэтому очень важно 9 января следить за своими словами, высказываниями. Старайтесь говорить только о хорошем. И старайтесь как можно чаще 9 января озвучивать свои сокровенные желания. Обращаю ваше внимание, что сегодня, 9 января, день вербальной магии. Поэтому обязательно говорите только доброе, читайте аффирмации и обязательно загадывайте желания. 9 января – это также день лидера, который собирает вокруг себя людей. Это день ораторов, людей, которые работают с информацией. Сюда относятся и писатели, и журналисты, и преподаватели. Поэтому 9 января рекомендуется в обязательном порядке озвучивать свои желания, свои цели. Обязательно говорите слова любви и благодарности своим родным, близким людям. Прощайте и просите прощения. Пожалуйста, в этот день, 9 января, не озвучивайте никакого негатива. Также убирайте страхи или какие-либо сомнения. Также берегите горло и не пейте 9 января прохладительных напитков. Придерживайтесь и нормы в питании. Если есть возможность, побывайте на свежем воздухе. Пройдитесь по парку, обнимите деревья. Постарайтесь проявить себя как лидер и по возможности выступайте публично. Здесь мы не имеем в виду, что вам нужно собрать целый зал и выступать. Нет, например, скажите сегодня тост в прекрасной компании. Или, например, выступите в том месте, где вы никогда не выступали. Например, вступите в разговоры где-то в общественном транспорте. Только говорите, пожалуйста, на хорошие, добрые темы. Обязательно сегодня загадывайте желания вслух. Старайтесь побольше работать в команде и поддерживать в себе только хорошее настроение. Вы знаете, 9 января – это очень и очень влиятельный день. Поэтому очень важно прожить его в соответствии со своими желаниями. Также нельзя ссориться в этот день и выяснять отношения. Тот, кто отдаст сегодня, в будущем получит больше, чем он ожидал. Во снах рекомендуется обратить внимание на переживаемые чувства и эмоции. Именно они самые важные будут в сновидениях. Сны могут указать пути к целям, к счастью и успеху. А аффирмация сегодняшнего дня звучит следующим образом. «Я формирую окружение, в котором приятно жить. Я с любовью забочусь о своем доме. Мой дом отвечает моим потребностям и желаниям. Я формирую собственный стиль жизни. Я счастливый человек, полный света и любви». Друзья, у нас с вами 9 января, 9-й день в 2022 году. И 9-й день отвечает у нас за благочестие, за обучение, карьеру и дальние путешествия. Поэтому
Девятый день и девятый месяц 2022 года будет усиливать или тормозить социальный и карьерный рост, куда входит и образование, и повышение культурного уровня, и одобрение или порицание обществом вашей деятельности. Знаете, или награды, или провалы. На девятый день полезно планировать будущее и возлагать определенные надежды. Также девятый день – это день духовного общения в прямом и переносном смысле. Это день поиска своего учителя, решения вопросов философии, психологии и оккультизма. Хорошо в этот день сходить в храм, почитать духовную литературу. 9 января по народному календарю Степанов день, и сегодня запрещено пользоваться режущими и острыми инструментами. Поэтому наши предки в этот день не резали хлеб, а ломали руками. Женщинам 9 января ни в коем случае нельзя было шить и вязать. 9 января на Руси был днем найма работников, и это благоприятная дата для смены места работы или, как вариант, просьбы о повышении. В этот день, 9 января, проводили, как правило, наши предки обряды для защиты от сглаза и ведьм. Также гадали на замужество и любовь. В этот день предсказания самые точные. А вот хлебные крошки 9 января ни в коем случае нельзя было выбрасывать, иначе можно с ними выбросить достаток. Лучше отдать их животным. Также сегодня, 9 января, старайтесь не носить крупные купюры в своем кармане. А чтобы дом был полной чашей, нужно зажечь ароматические палочки с запахом корицы, гвоздики или ванили. Также вы сегодня, 9 января, можете взять красивую коробочку и положить в нее крупную купюру. И не тратьте ее в течение 1 года. Время от времени вы можете открывать эту коробочку и любоваться банкнотой, которая будет притягивать денежные потоки в вашу жизнь. Также 9 января, как мы уже говорили, это было время популярное гадание на замужество. И чтобы погадать, девушки в этот день, 9 января, рассыпали на столе семечки и потом их пересчитывали. Если выходило четное число, то в этом году гадающая встретит свою судьбу и, возможно, выйдет замуж. Если нет, то год будет неудачным для любовных романов. На Степана нельзя было заниматься физической работой, ведь этот день является одним из рождественских праздников. Правда, только до захода солнца. После смело можно приниматься за труды. Представителям сильной половины человечества в этот день запрещалось брать в руки ножи, даже для того, чтобы порезать хлеб. Считается, что тогда можно лишиться мужской силы. Также нельзя было 9 января отказываться от угощения, так называемого колядка. В противном случае считалось, что нечистый заберет. И человек, рожденный 9 января, считал, что будет хорошим и хозяйственным семьянином. Ему следует носить обязательно яшму. Также 9 января запрещалось рубить дрова, и нужно делать лишь только до заката. Женщинам 9 января нельзя было, проснувшись, тут же ступать босой ногой на пол, пока не прочитает молитву «Отче наш» аж 9 раз. И, конечно же, 9 января, друзья, это день богатства, день изобилия и достатка. Пожалуйста, используйте этот день себе во благо, и именно сегодня обязательно нарисуйте девятку, цифру 9, для привлечения изобилия. Для начала, перед тем, как проводить эту практику, вам нужно представить, какую сумму вы хотите иметь или какая сумма вам нужна. Далее рисуйте девятку, цифру на левом запястье. И когда будете рисовать, обязательно скажите следующие слова.
Кодирую себя на деньги срочно. Эту практику, друзья, мы делаем 9 января в любое время. Главное, будьте в хорошем настроении и верьте в то, что вы делаете, и у вас обязательно все получится. Друзья, у нас сейчас тут достаточно сильные по энергетике дни, поэтому давайте их будем использовать себе во благо. Ну а мы вам всем желаем прекрасного воскресного дня. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, и мы услышимся с вами уже, друзья, в следующем видео.